Здравствуйте, дорогие друзья! Ранее я обещал показать какой-либо зерновой проект, а также в одном из своих коротких видео показывал, что есть у меня вот такой вот концентрат, из которого мы будем пробовать получить ароматный дистиллят. Это будет зерновой проект для ленивых. С этим концентратом и вообще в целом с концентратами по виски я никогда не работал. Раньше работал с живым солодом. Поэтому по результатам сообщу открыто. Получится хорошо, скажу, что получилось хорошо. Получится плохо, меня никто не подкупал. Разнесем по полной. Итак, приступим. В квартире этой бочки для сбраживания у меня нет. Поэтому будем использовать стандартную емкость для сбраживания, пластиковую, и непосредственно сам перегонный куб. Разольем по половинке и разбавим водой. Вот такая она, густая по консистенции. Это смесь, концентрат. Как сгущенка хорошая, которая постояла в теплой комнате. Еще не все. Еще. Вот, половинка. И теперь попробовал на вкус. Сладкая, как карамелька. Прям леденцы такие есть. Очень напоминает. Какой-то молочный немножко. Такой, как будто молочно-карамельные конфеты. Так, сейчас ополосну канистру и по половинке сюда и туда долью. Вскипятил я воды. И сейчас разбавим. Ополосну все хорошенечко. Да, наверное, за кадром ополосну. Да, залью, чтобы искусственно хронометраж не затягивать. Как видите, продукт очень пенистый. Не в ругательном смысле. Поэтому без софиксила тут не обойдешься. Сейчас добавляю воду. Вначале за кадром добавил холодной воды. Теперь вот добавляю кипяточка. Ну, то есть там в итоге хочу получить достаточно такую тепло-горячую, так скажем, воду. Добавляю по 25 литров туда и туда. Так как я буду тестировать этот продукт, никогда с ним не работал, хочу в чистом виде его перегнать, сбродить, перегнать, не добавляя ни декстрозу, ни тем более сахар. Поэтому буду добавлять. Разделил эти 14 килограмм по 7 и добавляю по 25 литров воды. Итак, дорогие друзья, я все тщательно перемешал. Добавил туда 25 литров воды в каждую из емкостей. Получилось примерно итоговый объем 31 с небольшим, как шкала показывает здесь, литров. Ну, за счет того, что понятно, что плотность у сусла концентрата этого гораздо выше, нежели у воды, и, соответственно, объем ниже. С учетом того, что здесь достаточно высокая такая интенсивность пенообразования, я уже на этапе постановки браги, чтобы у меня пену просто не закидывало наверх, добавлю сюда софиксил. Ничего страшного от этого не будет. Никак это не препятствует сбраживанию. А в дальнейшем, то есть на этапе перегонки, мы уже не будем добавлять ничего. Ну, соответственно, потому что мы уже добавили. То есть тут софиксил добавил специально на раннем этапе, чтобы избежать, особенно вот здесь емкость, ну, практически, видите, под горлышко залито. Сейчас, если крышкой закрою, поставлю гидрозатвор, пена здесь неизбежно бы образовывалась и закидывала бы ее туда в гидрозатвор. Далее вносим дрожжи. У меня это, не буду даже называть,
видите. Можете их не выбирать. Это не реклама. Можете выбрать что-то другое. Я работал с Алкотеком еще. Со Спиртексом работал. Слышал про Double Snake. С другими дрожжами не работал. Но вы выбирайте, какие хотите. Кстати, вот для тех, кому интересно, кто не видел еще. То есть, понятно, что коричневые это сами дрожжи, а белое это те дополнительные элементы, которые питают эти дрожжи и помогают им в работе. Просто вношу по поверхности. Перемешивать не буду, оставлю как есть. То же самое со второй емкостью. Здесь небольшой комок получился. Ну ничего страшного. Успешно активируются сами. Все, сейчас закрою крышку, поставлю гидрозатвор. Здесь буду использовать стандартную крышку плюс такую заглушку. Поставлю на кламп, дальше отведу просто в бутылку с водой. Сейчас поставлю хомут сюда. Ну вот и все. Брагу поставили. Остается ждать. Уважаемые друзья, утром в 8:42 я посмотрел по таймингу, когда мы снимали видео. Я внес дрожжи и закрыл крышку. Сейчас 9:36 на часах. И, как видите, активировались уже дрожжи. Уже выделяется углекислота. Меньше часа прошло. Дорогие друзья, брожение успешно закончилось. Как, возможно, вы видели в коротком видео, которое я размещал также на канале, мой главный инженер отдела технического контроля Тиффани все проверила тщательно и согласовала проведение следующего этапа. А сама он ушла на обед. Сейчас будем проверять нашу брагу, снимать ее с осадка, переливать. Сейчас все это разделю, перелью и буду перегонять. По итогу вот такая получилась брага. Она постояла 3 дня активного брожения и еще 1 день был, то есть остаточные вот эти вот пузырики и прочее все. Это ничего страшного, тут уже основное брожение закончилось. Пока стояла брага, я каждый день открывал, перемешивал и убирал лишнюю углекислоту. Немножко помогал, так скажем, браге. Сейчас все это, в общем, наверное, за кадром перелью. Первую перегонку сделаю, не буду долго вас задерживать. По нагреву, друзья. Качество контролируется, видите, на каждом этапе. 3-киловаттный тен, 5-киловаттная плитка. Перегоняю прямотоком. По медянке поставлю колпачками вверх. То есть, чтобы там вообще ничего не скапливалось. Перегоню максимально быстро за кадром. Вернемся. Встретимся уже после того, как я весь спирт-сырец соберу. Дорогие друзья, небольшое буквально промежуточное включение. Просто показать. Вот такой вот струей фигачит у нас первый отбор первого перегона. Замерял за кадром 12 литров в час с хвостиком. 5 киловатт здесь, 3 киловатта здесь. Итого 8 киловатт подаю. Вот такая вот струя, как с водопровода. По итогу, дорогие друзья, в результате первой перегонки я получил 18,5 литров спирта сырца крепостью 32 градуса. Дорогие друзья, время 3:50 утра или ночи. За окном еще темень.
Мне чего-то не спится. Пойду перегонять спирт-сырец зерновой браги. Вот и, собственно, так, кто меня разбудил. Поймала своих вот этих мышек игрушечных. Вначале носилась тут с ними. Ну как прыгнет на меня сверху. Давай во весь голос рассказывать, какая она молодец. Ну что же поделаешь. Проснулся. Все подключил. Мощность 5 киловатт. Тен не использую. На 5 киловаттах просто наберу побыстрее здесь температуру. Дальше сброшу, когда буду отбирать головы, до 2 киловатт. Решил, то есть буду отбирать на 2 киловаттах. Считаю, что так правильно. Кто-то может задавать стандартную мощность как на отборе голов, так и на отборе тела. Дальше куб, здесь все залил, разбавил до 20 градусов. Медь. Решил не убирать тарелочки, на всех 6 буду дистиллировать, делать второй перегон. Кто-то может 1 или 2 убрать для лучшей ароматики. На живом солоде, когда работал так вот с 6 тарелочками. В целом на этом же концентрате решил попробовать так же. Дальше по ароматике скажу, сравню. Дальше все стандартно. Дефлегматор, игольчатый кран перекрыт. Здесь, да, охладитель вот так под углом. Понятно, вода, вход, перемычка, подача, выход. Ребят, вот что значит проснуться вот так вот рано. Ничего не замечаете? Поставил уже сборка, все, разогрев идет. До 60 градусов уже почти до 70 разогрелось все. Ничего не замечаете? Хомут забыл поставить. Вот я молодец. Сейчас все быстренько исправим. Все, ситуация исправлена. Как говорится, чуть было не было. Ну, раз уже промежуточное включение, хочу поделиться историей такой интересной. Я занимаюсь вот этим вот видео и так далее, выкладывать начал месяца 2, может быть, назад. Интересная история такая произошла. Канал-то молодой еще, ни подписчиков так особо никого нет. А тут стою на кассе недавно, и рядом ребята молодые двое. Задают вопрос: а, говорит, розжиг есть? Ну, им ответили, что нет. Я услышал, говорю, а что там с розжигом? Да вот, собрались отдыхать. А мангал там и так далее, нигде найти не можем. Говорит, ездим, уже не знаю, что делать. Я говорю, ну, если временем обладаете, я вот самогоноварением занимаюсь. Пойдемте ко мне через дорогу буквально перейдем. Я вам отдам мне этого добра, хоть откачивай. Ну, ребята удивились. Ну, в общем, пришли, в итоге я им отдал 1,5 голов. Те довольны, обрадовались, поблагодарили. А пока вот видео показал им, и парень такой: о, давайте, говорит, я на ваш канал подпишусь. В общем, вот так вот у меня подписчик прибавился, такой живой интерактив у меня первый с подписчиками произошел. Ребят, если вы смотрите вдруг, узнали себя, то привет вам большой. Напишите в комментариях, как вы там отдохнули. В общем, вот так. Температура в кубе подбирается к своей рабочей температуре, когда колонна начинает барботировать. То есть это примерно в районе 85 градусов. Верхний температурный датчик пока ничего не показывает, но колонна уже начала потихоньку вот так вот запотевать. Выступает конденсат. Мощность я специально заранее убавил до 2 киловатт. Объясню почему. Я хочу, чтобы в рабочий режим колонна вышла на вот этой мощности, на которой я планирую отбор голов. Почему решил отбирать головы на пониженной мощности? Объясню логику, которую считаю, в принципе, достаточно такой состоятельной. Мне кажется, что она правильная. Могу ошибаться. Дело в том, что на повышенной мощности, с учетом небольшой высоты колонны в данном случае, теоретически может происходить заброс фракционный на верхние уровни. То есть разделение по фракциям столь небольшой колонне будет происходить не столь оптимально, как оно будет происходить на пониженной мощности. Моя логика такая. Я могу ошибаться. Если что, напишите по поводу этого в комментариях, что думаете на практике, как у вас все происходит. Ну, я склонен придерживаться вот
такого подхода. И вот температура в кубе, как я сказал, в районе 85 градусов. Колонна выходит в рабочий режим. Наверху температура снижается за счет охлаждения стекающей флегмы. Сейчас работа, когда закончатся колонны на себя. Я планирую с запасом полчаса поставлю, даже не 20 минут. Пусть полчаса постоит, побарботирует. А после этого буду отбирать головы. Итак, дорогие друзья, полчаса прошли. Колонна, в принципе, стабильно работает. Более чем достаточно. Сейчас буду открывать игольчатый кран, настраивать головы. Примерно 120 миллилитров в час. Игольчатый кран примерно 45 градусов. Уже приноровился. Ну вот, дорогие друзья, не нужен я. Подписчик мне как-то писал про капельник. Кстати, забыл его поставить в этот раз. Приобрел, но забыл поставить. Вот с первой попытки. То есть я уже по градусам знаю, сколько нужно повернуть игольчатый кран, чтобы при данной конфигурации, при данных условиях скорость отбора была вот такая. Это как раз около 100-120 мл в час скорость отбора голов. Поэтому буду вот так вот покапельно отбирать. Можно быстрее, конечно, вот в 2 раза. Но я уже в каждом ролике практически говорю, быстрее, на мой взгляд, только хуже. Пусть будет так, я никуда не тороплюсь. Итого, на отбор голов у меня ушло 5,5 часов. Собрал я 590 мл. На верхнем температурном датчике 76,7. Вот он туда-сюда скачет, 76,6, 76,7. 76,7, в общем, контрольные. Переключился я на 2,5 киловатта. Скорость отбора задал в пределах, не видно. В общем, 1,3 литра у меня скорость отбора. Поэтому буду отбирать точных 4 литра, а дальше буду кратно по 20, по 40, по 50 миллилитров отбирать мерный цилиндр и нюхать, что там по составу. Потому что по расчету как раз 4 литра у меня не вызывает никаких сомнений, а остальные будем просто контролировать по запаху. Итого, дорогие друзья, я оставил себе целью отобрать 4 литра чистого ароматного тела. В принципе, поставленная цель, поставленная задача выполнена. Перегоном по отбору я доволен. Сейчас еще по расчету по калькулятору есть около 300 миллилитров так называемого ароматного тела. Его я сейчас отбираю в отдельную емкость. После этого еще 300 миллилитров это так называемые ароматные подхвостья или легкие хвосты. И еще пол-литра тяжелых хвостов. Каждую из этих подкатегорий, там это категорий фракций, я отбираю в отдельной емкости. Опять же, не доверяю только расчетам. Нюхаю и так далее, все проверяю на обоняние. Как вы видите, здесь вот температура поднялась от рабочей, от стартовой на 10 градуса. Было на старте 76,7. В течение вот всего отбора 4 литров так она и держалась. Сейчас же поднялась и не падает. То есть если полностью перекрыть игольчатый кран, она упадет, конечно, но вот при таком легком отборе скорость отбора я снизил практически до минимальной. Вот она держится. То есть в перегоне она поднималась до 76,9. Я ее поджимом отбора, естественно, контролировал. Ну, за кадром сейчас отберу вот все те фракции, о которых я сказал. Это оставлю как основной продукт. Ароматное тело отдельно у меня пойдет. То есть я его не буду использовать для питья. Я его скорее
применю где-то в дальнейшем. Может быть, буду смешивать что-то. А так, подхвостья, легкие хвосты, они у меня пойдут в дальнейшем перегоне похожих зерновых браг там, и так далее, когда будут зерновые браги и дистилляция повторно последующая. Я буду добавлять туда вот эти вот, скорее всего, и ароматное тело туда пойдет, и легкие хвосты туда пойдут. А тяжелые хвосты пойдут, соответственно, в категорию условного технического спирта, который я перегоню, когда наберется определенное количество. По примеру, как вот у меня было недавно на канале видео по перегонке вот таких вот технических жидкостей. По итогу, дорогие друзья, мы работали на концентрате, ставили эксперимент, насколько удачным получится данное сырье. Для себя я здесь развел 40 мл не отдохнувшего напитка до крепости 40%. Оцениваю его ароматические и вкусовые характеристики с поправкой на то, что продукт не отдохнул. Ну, продукт в целом достаточно ароматный, но объективно сказать, ароматика слабее, ощутимо слабее на мое обоняние и так далее, вкусовые рецепторы относительно живого солода, когда я с ним работал. То есть, что я могу сказать? В целом, продукт неплохой. По заявленным характеристикам именно, что касается вот выхода продукта, в принципе, все соответствует ожиданиям. По ароматике, наверное, в целом данный продукт будет подходить тем винокурам, которые либо в начале своего пути в данном направлении, либо тем, у кого нет возможности работать с живым солодом, то есть, к примеру, какие-то ограниченные пространственные какие-то условия, то есть живут в квартире, живут с семьей, кухня небольшая, кухня используется по своему прямому назначению, а возможность заниматься таким хобби это уже вторично. Поэтому для кого важно время свободное, чистота процесса и условно, кто готов сделать небольшую скидку на ароматику в сторону небольшого ухудшения, ослабления, я бы сказал, не ухудшения, а ослабления. То есть продукт очень приятный, никаких посторонних, никаких неприятных запахов. С учетом того, что он не отдохнувший, я бы сказал, очень хорошие характеристики у него. Но если его сравнивать с живым зерном, живым солодом и так далее, то, конечно же, он данному сырью уступает, концентрат данный. Ну, как-то так, в принципе, все, что я хотел показать, рассказать, я показал. Для тех, кому это видео показалось интересным, буду рад за вашу поддержку, буду рад новым подписчикам на моем канале, а также из тех, кто просто заинтересовался этим видео, но у него возникли какие-то вопросы, либо критика какая-то конструктивная. В принципе, я буду рад, если вы отразите это все в комментариях. Большое вам спасибо, до новых встреч!